Всем привет! В начале осени я выкладывал видео про сборку электротрицикла для детей на базе мотор-колес от гироскутера и перепрошитого контроллера от гироскутера. Они показали себя очень хорошо, и в видео я озвучил новость о том, что планирую собрать электросамокат по тому же принципу. Эта новость получила достаточно широкий отклик. И даже несмотря на то, что сезон уже подходит к концу, уже конец осени, я сегодня начну собирать электросамокат. У меня уже есть точный его чертеж. Он будет оснащен передней и задней маятниковой подвеской, подпружиненной обычными амортизаторами пружинными. Дисковые тормоза, подсветка, у вас весь фарш будет. Поехали! Донором у нас будет выступать вот этот красивенький белый гироскутер. Даже немножко жалко разбирать. Эта модель гироскутера была выбрана не зря. Дело в том, что все колеса с такой конфигурацией, по идее, обладают мощными магнитами и пятижильной намоткой на статор, что дает хороший запас по мощности. При подключении к обычному контроллеру эти моторы на максимальной скорости способны выдавать около 680 оборотов в минуту. Статор и магниты, как и предполагалось, обладают шириной 30 мм, а толщина магнитов составляет 3 мм. Ну и пятижильный жирный провод не оставляет сомнений в том, что это колесо потянет 500 Вт. В то время как на прошлой самоделке ширина статора и магнитов была всего 22 мм, а толщина магнитов 2 мм. Ось, на которой скользят две части гироскутера, выполнена из какой-то углеродистой стали. Я думаю, что она еще где-нибудь пригодится. Заодно и втулки возьмем. Первоначально моя задача будет заключаться в том, чтобы немножко укоротить ось с одной стороны, нарастить с другой и нарезать на обеих резьбу. Тогда колеса можно будет закрепить, как на большинстве моделей двухколесного транспорта, тем самым можно будет избежать значительных нагрузок на кручение, которые неизбежно возникнут при креплении колеса за одну сторону оси. Нарезать резьбу на оси у меня удалось только после того, как я ее отжег. Вообще есть интересная фишка по распознаванию углеродистой стали. На моей памяти каждый раз, когда ее режешь болгаркой, от нее летит до хрена мелких искр. В то время как от обычной стали летит меньше искр и они крупнее. Они еще даже по цвету как-то отличаются. Основой для дополнительной оси послужит 16-й пруток из обычной третьей стали. Торец дополнительной оси, примыкающий к основной оси, должен быть как можно ровнее, иначе будет кривулька. Конечно, при наличии токарника эту вещь можно было сделать намного лучше, но, как говорится, работаем с тем, что есть. Если по ходу видео вы будете видеть детали, изготовления которых я не показывал, и они будут настолько ровными, что вы не сможете сопоставить их с кривизной моих рук, значит, скорее всего, я их заказал на ЧПУ плазморезе. Они достаточно простые, и их легко можно изготовить вручную. Просто я заказывал детали для работы, ну и не удержался. Вообще, видео, по-моему, снято достаточно понятно, и необходимость в закадровом голосе практически отсутствует. Так что заваривайте себе чаек, откидывайтесь в кресле, будет интересно.
Сделал я переднюю маятниковую подвеску, получилось достаточно точно, ход настолько плавный, насколько я хотел, то есть примерно под мой вес должно быть очень хорошо. Плюс есть регулировка, позволяющая сделать немножко жестче для веса побольше. Вот это временная перемычка, она сейчас будет убираться, и сюда будет привариваться вот такой кусок вилки. Ноги обрежутся, и каким-то хером я сюда ее присобачу. Не знаю как, там походу будет видно. Теперь, когда передняя часть электросамоката практически готова, можно приступить к сборке рамы. Длина деки будет составлять 500 мм, ширина 190 и высота 40 мм. Длина такая для того, чтобы туда вместились все электронные компоненты. Ширину, в принципе, можно было сделать на 10 мм меньше, но тогда, в случае неудачи с контроллером от гироскутера, я не смогу туда втулить обычный контроллер от электротранспорта, а мне такие риски не нужны. Высоту тоже можно было сделать меньше на 10 мм, но я переживаю за жесткость конструкции, поэтому буду использовать профиль 40 на 20 со стенкой 1,5. Поехали!
моим весом эта штука должна просесть примерно на 2 сантиметра по моим расчетам и по моим желаниям. Ну, практически идеально. Сейчас работать станет немножко повеселее. Видно хотя бы какой-то результат. Потому что поначалу работать всегда очень сложно. Ты делаешь и делаешь. И делаешь и делаешь. А тут как бы уже видно. Поехали дальше. При попытке сконструировать заднее перо я понял, что у меня серьезные проблемки. Дело в том, что если заднее перо я буду делать примерно таким же, как переднее, то колесо окажется где-то вот здесь. Вместо моих 1300 мм у меня получается 1380. Сейчас я сделаю заднее перо таким, чтобы сохранить изначальные габариты, а потом просто методом тыка попробую сделать туда амортизацию, чтобы она корректно работала. Поехали. Ну а теперь очень ответственный момент. Есть у меня серьезные подозрения, что здесь сильно большой рычаг, и этот амортизатор будет работать некорректно. Короче, пробуем. Да, уже сейчас видно, что это фуфло, а не рычаг. Очень мягко, это для детей. То есть здесь у нас... А здесь? Будем переделывать. Можно пробовать, только не развались. Что-то работает. По-моему, жестковато. Нас так просто не возьмешь.
Попытка номер 2. В общем, я так и не понял, устраивает меня подвеска или не устраивает. Для того, чтобы полностью определить, мне необходим руль. Для того, чтобы на нем можно было уверенно попрыгать, покачаться. Руль, собственно, у меня есть. Но шток достаточно короткий и кататься на нем будет неудобно. Диаметр родного штока составляет 25,2, 25,4 такое. Диаметр же ближайшей трубы с металлобазы составляет 27 мм. Я отрезаю вот этот шток. На его место я привариваю вот эту вот трубу с диаметром 27. Родной шток я перевариваю вниз. И так как он тоненький, а рычаг будет достаточно большой, я его усиливаю вот такой полдюймовой трубой, которая четенько туда заходит. Система зажима руля в рулевом стакане остается той же самой. Поехали! О, пошла жара. Я немного прокатился по ГСК, и амортизация меня полностью устраивает. В то же время меня абсолютно не устраивает угол наклона рулевой. Я специально все собирал на прихватке, потому что знал, что где-то обязательно накосячут. Поэтому я сейчас вот эту всю часть отчехрыжу, немножко изменю угол и укорочу вынос на руле. Поехали. По основной конструкции рамы самоката у меня нет вопросов, поэтому я его сейчас разберу и все узлы обварю. Поехали!
Теперь, я считаю, необходима промежуточная проверка на прочность. Вроде все норм. Проект получился очень объемным, поэтому было решено разбить его на несколько частей, как минимум на 2. Эта часть подходит к концу, а в следующей части мы будем устанавливать диски на колеса, тормозные суппорта, крылья, подкинем электронику и немножко поиграемся с настройками прошивки контроллера гироскутера. Проект получается дико сложным и требует массу сил и времени. Поэтому не скупись на лайкос, напиши коммент, поделись видосом. Ну и подписывайся, если не подписан. Короче, скоро выходит следующий видос. Жди. Покеда.